Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. «Ни дня без строчки», — сказала швея-мотористка и поставила ногу на педаль швейной машинки. А мне попалось на глаза стихотворение Зинаиды Маркиной. «Я лоскутное шью одеяло из озер, рек, травинок и тучек. Шью такое, каких не бывало, чтобы мир стал нарядней и лучше. За стежком шью стежок кропотливо. Солнце, верный помощник мой, светит. Я стараюсь, чтоб было не криво, и не смог разорвать его ветер. У природы расцветки, что надо, много зелени и голубого. Есть вкрапленье цветущего сада и чего-то давно дорогого. Я лоскутное шью одеяло. Подмигнули мне с ткани цветочки. Я в единое ловко спаяла слишком разные эти кусочки. А теперь поподробнее про нашу сегодняшнюю работу. Приготовим полоски ткани с шириной 10 сантиметров. Возьмем 3 цвета. Фиолетовый, бирюзовый, оранжевый. Нам нужны ткани разной насыщенности. Очень темные, средние и светлые. Немного их рассортируем. Нам нужны будут заготовки двух видов. Темные средние и средние светлые. Поэтому при подготовке ткани учтите, что тканей средней насыщенности нам надо будет в 2 раза больше. Дальнейшая работа самая простая. Мы сшиваем ткани попарно, длинными сторонами. Сначала темные со средними, а потом средние со светлыми. На следующем этапе заготовки разворачиваем и тщательно проутюживаем. Дальше берем линейку и режем эту широкую полосу на детали 10 см шириной. Получилось интересные заготовки, составленные из 2 квадратов. Теперь очень ответственный этап. Надо сложить из них узор. Вот схема, по которой мы будем действовать. Конечно, эффектно будет смотреться этот узор и из 3 оттенков одного цвета. Но у нас ведь есть фантазия, и она не дает нам спокойно жить. Поэтому творим и вытворяем. Деталей у нас много, поэтому мы сошьем блоки с примерно одинаковым расположением цветов. Чтобы не запутаться, можно все детали разложить стопочками, а потом поочередно брать их и сшивать. Шьем все детали гирляндой, одну за другой. Нитки не обрываем, никаких промежутков между деталями не делаем. Строчку ставим крепкой, мелкой. Закрепки обязательны. Отшитую гирлянду разбираем на заготовки по 4 детали. Расправляем швы и проутюживаем. А уже затем делаем окончательные соединения, прошиваем по горизонтали. И получились у нас заготовки из 16 квадратов. Всего их 6 штук. И еще осталось немного деталей. Их мы пришьем по краю, добавим ряд для красоты и размера. Как сшивать их вместе, вы все уже знаете. И получилось у нас очень интересное полотно из квадратиков. Оригинальное чередование светлого и темного. Размер получился 86 на 104 сантиметра. Конечно, работу мы еще продолжим. А вы долго не думайте, подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. И, конечно, вы понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами.
Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!